Всем привет! Вы на канале Катина ЛПХ. Это семья, которая живет и учится и работает в Сербии. На дворе начало апреля, ну где-то 10 числа. А у нас плюс 5. Ночью вставали, вообще плюс 1 было. Очень холодно по ночам. Ну, свежо. Холодно. Мы до сих пор топимся. И вот сколько у нас осталось дров. Вот таких вот целиковых. Раз, два. 2 полоски. Ну и вот. Это вот все, что наши все дрова. Мы покупали 6 палет. В одном палете куб и 8. И вот, наверное, осталось... Наверное, куб остался, наверное. Вот это мы еще дорубали на рожек. Но до сих пор топимся. Вот неделя уже стоит и прям холодно. Абрикос в таком плачевном состоянии, но не у одних нас такая ситуация. По нашей всей деревне. Деревья все прям пропали. Все деревья. Холодно, Даша, да? Что-то вообще. Прям, ну, свежо на улице. Вечером не посидишь возле костра на улице. Скоро Пасха, и мы повесили такой вот веночек над дверью. Всем большое спасибо, кто написал комментарий по поводу абрикосов, систему полива, чем опрыскивать. Из Краснодара писали. Вам спасибо большое, вы там целый график написали. Роман из Сербии, тоже вы нам забронируйте, пожалуйста, одно ведро абрикосов. Приедем, обязательно купим. Вот. Всем большое спасибо. Это очень полезная информация, она пригодится и в будущем. Спасибо большое. Здравствуйте. Расскажем по поводу того, что мы на праздники, на выходные остаемся без машины. В чем причина вообще? Да, у нас существует здесь в Сербии такой технический пригляд. В технический пригляд входят страховки, то есть как в России ТО. Вот здесь полностью все вот это вот, вся процедура. Вот на наш автомобиль Тюран 1.9 выходит полностью вся вот эта процедура, короче говоря, называется технический пригляд. Вот эта налепница, которая наклеивается на стекло, она стоит 39 тысяч в этом году. В том году стоила подороже, но если ездишь без аварий, ну, она, коэффициент понижается. Там и возраст машины учитывается и так далее. В следующем году, вообще говорят, процентов на 40 будет дешевле у меня. Но машина не новая. У нас какого года машина? 7-го. Вот, машина не новая. Вот. Ну и слава богу, пока без аварий вроде, слава богу. Вот. У нас получилось так, то есть у нас до 10 числа, до 10 апреля. Вот. И надо там, ну как в том году я приехал, там за 4-5 дней. И все. В этом году я немножко припоздал. У меня получилось, я 8 числа приехал. 7-го. Вот. И когда на технический пригляд заезжаешь, там все в камерах. Все вообще. Ну, не знаю, в том году так же было, но так не было, как бы это. Я немножко на другой поехал техобслуживание, этот участок. Короче, здесь их много. Вот я в том году на одном был, сейчас вот на другой поехал. Зачем? Не знаю, посоветовали, говорят, вот нормально, езжай. Ну, вот поехал. Ну, неважно, ладно. И, значит, что? На задний ряд сидений нужно обязательно подголовники, которых у меня вообще в принципе и не было. Вот они у нас всегда сложные. Подголовники обязательно нужно. Ручник у меня не 3 щелчка, а там 5 условно, но он нормально держит, отлично. Но вот им так нельзя. И еще у меня в зеркалах поворотники, они не работали. Я, честно говоря, это не замечал. Вот, ну, что-то видел, потом что-то, ну, как-то это не для меня не особо важно. У меня боковые, главное, работают. И все. Ну, и они говорят, ладно, ручник там вроде нормально. Подголовники, ладно. Вот, но лампочки нужно поменять обязательно. Я говорю, хорошо. Поехал к мастеру, он говорит, давай закажем, потому что там диоды, они сгорели, судя по всему. Я говорю, ну, давай.
это было вчера. Он говорит, ну, за час поменяем. А тут в связи, наверное, с праздниками или что, доставка просто перенеслась. А пригляд работает до 3. И доставка перенеслась там на 1:30, на 2. То есть у меня час, ему час на замену этих вот 2. Он там в темпе вальса, все, уже время без 15:03, уже практически заканчиваем. Я им звоню туда на технический пригляд, они говорят, нет, все. Я говорю, ну давайте с утра, то есть сегодня, в пятницу. Он говорит, а мы не работаем, только теперь во вторник. А у меня до сегодняшнего дня технический пригляд. И все. И то есть получается, что вот мы сегодня ездим крайний день, завтра, послезавтра, послезавтра, то есть вот мы практически 3 дня, 4 без машины. Но будем дома что-то делать. А ничего нельзя, праздники? Ну да, тем более еще и праздники великие такие. Вот. Так что ничего страшного, судя по всему, так надо. Отдохнуть и нам, и машине. И... Что ж, дома посидим. Вот. Так что, кто будет делать технический пригляд заранее, потому что многих, грубо говоря, возвращают сразу. Сложно, не то что сложно, если машина у вас там более-менее новая, у нас машина не новая, вот, да и многие какие-то моменты, вот я 2-й раз делаю технический пригляд. В 1-й раз мне замечаний не сделали, а вот во 2-й раз сделали. Вот, так что вот такие вот уронки нашего соседа, что у него там пороги, да, тоже не прошел? У него пороги сгнили, да. Вот. Но он поменял пороги. Там, не сделали пригляд, а потом сделали, ну, да, когда пороги поменял, да. Машина должна быть здесь, в принципе, ну, более-менее исправная. Вот. Неважно, сколько лет. То есть она не вот там какая-то развалюха, там ТО, как у нас в России. Я помню, 1000-1,5, что ли, рублей отдавал, и все. И я даже не ездил никуда. Вот так вот было. Так что, кто делает заранее, хотя бы за неделю, за 2. За 2, по-моему, нельзя, за неделю. А может и можно. Не знаю. Короче говоря, вот пораньше делайте, чтобы успеть исправить все недочеты, которые у вас есть. Так что вот так. И не в праздники. Да, мы еще в праздники попали. Тут вот вообще 4 дня никто не работает. Вот. Ну, хорошо, будем отдыхать. Хотели поработать, хотели в гости съездить. И... Ну, да. Не получается. В принципе, пешком наискоски, если по полям. С инструментом. Да. Все, спасибо большое. Да, так что вот такая ситуация. Отдельную информацию. Очень. Рабочие моменты Дмитрия. Мы ему помогаем. Сейчас надо вот это окно еще поставить, довести как-то. И бутылки пригодились пустые. Хотели воду набрать.
они подходят как пенопласт. Да? Да. И музыка. Ля-ля. Так, хочу показать. Спрашивают у меня, можно ли купить дома, которые уже идут с помещениями для животных. Этот дом уже купили. Здесь вот такие помещения. Вот видите? Такие помещения. Здесь и курей держали кого-то. Вот. Здесь, наверное, лошадей или еще кого-то, потому что открывается вот это вот. Вот. И такие заходы. Вот видите, сюда. Кормушки даже остались. Окно выбито. И сюда. Вот. То есть такие помещения, дома продаются вот уже с такими помещениями. Вот дом стоит. И 3 помещения. А это вот соседские курочки тут живут. И на территории участка еще вот такой свинарник был. Вот. Тоже, видите, дверь сюда открывается. Нижняя дверь открывается, верхняя. Вот. И вот тоже, видите, это кормушка для еды. Пол бетонный. Стенки. Ну, конечно, если кто-нибудь разбежится, может сломаться все. Если из животных. Крыша, конечно, такая вот. Вот. То есть дома можно купить. Здесь найти. Чтобы было помещение для сельхозживотных. Сейчас вот я тут пролезу. Правда, заросло все, наверное. Вот такие помещения. Я бы сама была бы очень рада, если бы у меня домик попался бы с такими, с крышей, и уже курей давно бы завела. Но так, тут что? Ну, тут тоже можно кого-то держать. А здесь затворено. Сейчас открою. Опа. Тут, наверное, коптильня была. Так что можно купить. И еще на участке вот это вот открытая кормушка для животных. То есть это деревня, это не город. До ближайшего города километров, наверное, 20. Вот. В основном в деревнях, во всех деревнях есть пристройки для животных. С кормушками, со всеми. Еще одно место на этом же участке, еще один дом, все у Книжина. Посмотрите, такие дома можно найти в Сербии, потому что люди здесь живут сельским хозяйством. Крючки для коров, для быков. Тут проходить можно. Двери, выход с этой стороны, чтобы здесь не ходить. Ну, мне очень нравится. Так как я очень люблю сельское хозяйство, для меня это вот видеть это все, это просто рай какой-то, честно говоря. Это вот люди купили. Здесь даже есть вода. То есть вода подводится, в каждых помыть там, свет, все включается. То есть все, живи, разводи. Это деревня проездная, она ну, не такая глухая. В центре Воеводина находится деревня эта. И реально найти дома такие, чтобы было помещение для животных. И вот, как я говорила, выход для животных на улице. Я очень рада, что люди приобретают такие места. А это бамбук для подвязки помидоров, кстати. О, какая красота. Ну, сухой бамбук. Так что вот так вот такие места тут есть. Какой велик. Прикольный. Что хочу еще заметить, в некоторых сербских домах
вот такие саманные потолки. Дом сена. Потолок солома, обмазанная глиной. Вот тоже так. Это жилое помещение, здесь делают ремонт. Здесь, когда сделают, все будет, конечно же, красиво. Вот. То есть потолки здесь вот такие. Бывают в некоторых домах. Вот. Что хочу еще заметить, в таких домах саманных, они наполовину саманные, наполовину кирпичные, стена толстая, то есть где-то примерно 60 сантиметров стена. То есть его вот под вопросом, можно вообще утеплять, нужно утеплять или не нужно утеплять. Вот. Такой размер здесь неудобно, да? Проходит наш рабочий день. Продуктивно. Кто смотрит этот канал, тот выбрал правильный путь в жизни. Если вы еще не подписались на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Слово «пожалуйста» было здесь. Я с уважением отношусь к каждому подписчику. Молодец. Каждому, кто пишет комментарий. Каждому лайку. Даже хорошему, плохому комментарию. У людей всякое настроение бывает, да? Ну, а мы завтра будем без машины, да, и поэтому надо столько дел сделать сегодня за день. 3 дня будем, да, до вторника без машины. Будем балдеть. С пятницы до вторника. Да. И ничего не поработаешь, потому что нельзя Ну да, праздники. Да не, надо брюхо будем набивать. Будет, знаешь как, будем кушать, кожа на животе натягивается, а глаза закрываются. Я так не хочу, буквально сезон намечается. Бассейны. И что, Ничего, похудеете. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Напишите комментарий какой-нибудь. Хорошего человека должно быть много. А все худые злые. Нет? Ну, они не злые, но такие. Мне кажется, все полные люди, они добрые очень. Они потому что готовят хорошо. Ну, потому что наедятся им. Энергии не хватает слиться. Я вот тебе, да нет. Куда пирожков поем? Ну все, вот я вам показала дом. Кстати, так, где мы были, сейчас вот окна перевозили. Я вам показала дом. Люди купили этот домик в деревушке небольшой. За 17. 17 тысяч. Просили 22 за этот домик. Сторговались и за 17. Вот что мне нравится, да, сам дом требует ремонта, а что мне нравится, очень много этих для животных, сельхозживотных построек, очень много. Они там половину сносить будут. Что-то, да? Или нет? Ну и все эти помещения, все у книжных зарегистрированы. То есть можно снести свинарник, поставить там новый дом. Зарегистрирован. Так что так, реально найти в Сербии дом с помещениями для сельхозживотных. Заводить, разводить, продавать мясо. Купили в Лидле букетики такие красивые, декоративных розочек. И было удивительно, ну, в моей жизни вообще такой первый раз. К букетикам идет пакетик. Это вот высыпать, наверное, воду. А 2 букетика, 2 пакетика. Такая вот вазочка есть у нас с водичкой. Сейчас мы вот это все разбавим. И поставим розочки. Нежно-розовый.
Вот такой вот красивый. Хоть что это напоминает? Даже он как сахар или что? Это типа, вот видишь, не знаю, что это. Интересно. Лёд. Не знаю, что это. Ну вот абрикосина, вот видите, плод абрикосовый. Вот тоже маленький абрикосовый плод. О, а тут, ну не знаю, насколько они будут развиваться, потому что вот необычно как-то. Вот видите, вот и все. Вот, все, здесь умерло все. Вот плод, видите какой? Вот плод. Он развивается. Ну, с этого дерева, наверное, соберем что-нибудь. Вот здесь никогда не было вот это вот дерево. Так, эти все прилипалки работают. Только мухи одни, посмотрите. Одни мухи. Вот и не знаю, вот плохо развиваются. Не знаю, может быть, как это должно быть, что они плохо развиваются. Маленькие листочки какие-то. А это вот яблонька, вон, пчелка прилетела. Опыляет. К соседу полетела мед. Вот тоже вот. Не совсем все деревья. Вот это дерево вообще, по-моему, не опрыскивали ничем. Потому что мы что-то его как-то думаем, а ладно, ничего не будет. Вот, а это все высохло. Вот оттуда, да. О, собирай его. Пойду-ка этот инжир посмотрю. Инжирчик, вот плоды. Это, кстати, вот плоды. И лаванда пошла? Смотри. И лаванда пошла. И черешня пошла. Все будет. Надо будет еще, она разрастется, надо будет сюда положить для... Надо сейчас праздники закончатся, надо постричь газоны, траву. Конечно, конечно. Праздники И нельзя. розочки. Все пошло, смотри, инжир. И там он маленький инжир пошел. Да? Да, он там. Вот плоды уже, видишь, на это вот синий как бы должен быть. Вот, видишь, плодик какой маленький. Да? Да. Смешно. Да. Все, травы много. Смотри, деревца, облепиху. И облепиха себя хорошо чувствует. Не желтая, ничего. 2, 3. Суховато только, надо полить будет. Ну, польем. Это вот у нашей соседки большое дерево черешни. И здесь столько пчел. Аж гул идет, если слышно, прям з-з-з. Красивое дерево, оно спасает нас от солнца. Оно вот растет, и у нас тут солнца не бывает. Но она хочет его спилить. Баклажанчики, фольге, картошечка. Дима на пробу бросил еще вот кусочки мяса. Конечно, огонь сильный, но он тут по-своему готовит. А у нас смородина пошла.
И мы сейчас будем чаек заваривать из смородины, из мяты. И он розмарин цветет. Как лаванда. Прям очень ароматно пахнет. И щавеля, ребятушки. Смотрите, сколько много щавеля. Ой, какая красота. Зеленый, красивый щавель. Дима, мне кажется, у нас горит тут все. Да ты моя хорошая. Что она принесла? Сейчас мы будем чай пить. Красота. Вот надо поставить, он всегда тепленький будет. Да? Или сейчас пока вот так поставим. Сейчас быстрее. Какая красота. Так, надо наши подарочные Елена и Жельку. Всегда вас вспоминаем, когда готовим на костре. Можно и руками. Да, больше что-то треба. Дима, в фольге будет вареная. Дима. И Она рядом с мясом, видишь, лежит. Охраняет. Ой. Это розмарин. Да. Мне прям чуть с маслом. О, Короче, уже положил. не надо. Специи где Не все? надо, пожалуйста, положи. Попали. Специи, соль. Укроп. Белый лук. Он же чеснок. И соль, пожалуйста. И сыр еще кладем. И соль кладем. И получается такая вот вкуснятина. Да? Вкуснятина? Уж как птицы поют. Очень, да. Да, на так. Так. Вместе тут всё. Ешьте. Приятного всем аппетита и всех, дорогие подписчики, с праздником. Желаем добра в каждой семье. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Все. А мясо? Да, вкусненько. Да, сегодня будем разговеть. Ну, мы же не постились. Больные и те, кто в пути, не постятся. В пути не постятся. Мы всегда в пути. Сложновато.
Мы себя проверили, можем. У нас была тут пауза. А мы можем. Ну и все. Очень. Ребята, песня. А ролл куда полезет? То мы сейчас пойдем на поле сходим. Мясо сюда? О, сюда. Да? Да мы же это овощи же сейчас едим. Ну, все Ну, равно. мамки на все. Это же овощи. Овощи. Очень вкусные овощи. Да? А что ты с кем-то играл-то больно? Да с этим я играла, там в России еще играла. С этим. Так, Знаете почему? почему? Сказать? Почему? Надо бить острым. И вот, А, здесь, я и знаю. вот здесь яйцом не надо брать. Надо А. вот здесь брать. А, вот так надо держать? Да. Чтобы вот так вот. Чтобы у вас не сюда вот шло Да. удар, а вот Это- сюда вот так. Это физика? Нет, это я сказал. Ну еще такой вот, Какой? надо маленькое яичко, и острое надо. А это, видишь, не острое. Острых у нас нет. Острых нет. Давайте. А кто? Как А мы кто так? первый-то? Давай мы с тобой, Давай. Даша. А, У тебя разбито было. Возьми Давай. другой пока. ну как Пап, так, не понимаю просто. Давай. Блин. сейчас, подожди. Смотри, что у него руки-то, блин. У него куда? Он вообще, блин. Давай. Смотри, у нее руки-то. Давай снимаем, мам. Ну, подожди. Я добрый, да, я добрый. Давай, 1, 2, 3. Ой, у меня сломалось. А у тебя нет. Ну, короче, у нас везде. Короче. Ну, нормально. Блин, надо съесть яички, они где-то Кушай. пропадут. Давайте. Вау, слушай, у меня прям золотое. У меня тоже золотой. Заказали У роллы, нас такой приехали. магнитик. Подарочек идет магнитик. Темпо, это вот эти вот роллы. И сейчас посмотрим, что тут. Такие горячие. Может, разогреем на костре? Они горячие, зачем Да, их они? они добрые. Что, серьезно? Ну потрогай. Ба, правда горячая. А где они их убили? В машине, что ли? А смотри, сколько много. А магнитик ты видел, Дим? А? Магнитик. Да, магнитик даже есть. Вот, да. Сейчас приклеим. Оп, пожалуйста. Приступаем. В день Пасхи после обеда солнышко выглянуло. До обеда не было. Соуса давайте, раскрывайте. Васаби. Подождите. Ух ты, это мы заказали горячие, да? Вот. Да. Это А Дашенька вот заказывала. обычные. Мы не заказываем ничего. Дашенька, уйди отсюда. Уйди. Это обычные, да? Да. Если это видео вышло, значит с нами все хорошо. Блин, а вкусно. Да? Да. Вот это, слушай, ну вкусно, да. Ну, вкусно. Как тепло стало. После обеда солнце светит, да? Прям жарко. И ветер куда-то делся. А вот это, вы знаете, что это, мам? Нет. Это сахар. Серьезно? Вот это сахар, представляете? Какие вкусные сами, Даша? Вот эти? Васаби много не надо класть, да? Васаби хорошая. Прям хорошая. Да? Мгм. Слушай, я васаби здесь такого не видел. Не сухие? Очень. Дим? Не. Слушай, нормально. Да? Мгм. Ну как? Я так скажу, что неплохие. М. Неплохие. Да. М. И рис хороший. Ой, Да. прям васаби все прям так бьет. Да? Что-то я сноровку потерял. Слушай, вкусно. А они просто, понимаешь, они такие, смотри, видишь? Они такие просто очень мягкие и свежие. Угу. Свежак вообще. Расскажи, как мы их нашли, эти роллы? Да как? А в группе многим же пришло. М. Вкусная. У ребят выездное мероприятие в Куле.
И они, типа, решили, ну, еще, типа, денег подзаработать, пока сюда едут. Они в Белграде находятся. О, Приехали прям быстро. приехали вообще. И все теплое, что-то я удивлен. Ну, знаешь, специально какие-то. А, он, наверное, он же в этом вез. Как его? Холодильник. Да. Я видел, он достал Тёплый? из него, да. Доставка из Кулы сколько? 600 динар. Ну, средний ценник 1200, да? Ну да, где-то так. Ну, вкусно. Нормально. Надо еще другие попробовать. В субботу поедем. Нам тоже там посоветовали одни.